Представители знака зодиака Рыбы, мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад, судьбоносный ноябрь 2024. Возможно, все. Не случайно я такое название дала нашему видео, потому что планетарно ноябрь, месяц кульминации. И об этом дважды, наверное, разные транзиты говорят. И их сразу будет несколько. Будет у нас, к примеру, и 15 ноября, это середина месяца, у нас полнолуние. Полнолуние еще и сложный аспект, когда Луна будет соединяться с Ураном. И мы знаем, что Уран это связывают как планета-разрушитель. Но на самом деле это действительно может быть как кульминация или завершение. Вы можете и больше ясности вносить в свою жизнь, определяясь с конкретным вашим направлением. И у нас полнолуние в знаке зодиака Телец. И именно Телец у нас связывается с благополучием. И Уран-то тоже находится в знаке зодиака Телец. И у него сейчас ретро-движение, которое продлится до конца января. Почему вот этот период ноября связывается не просто с вопросами нашего благополучия или когда мы больше ясности вносим в свою жизнь. Но это может быть еще как изменение миропорядка. Это может быть как игра приоритетов или сильных мира сего. И вот какой-то миропорядок или какое-то устройство. Смена может быть как система или внесение корректив нас в последующем будет ожидать. Может быть и будут какие-то на высоких уровнях договоренности, о которых мы вряд ли узнаем в течение ноября, но в последующее время они на нас окажут влияние, и нам придется с этим тоже как-то либо взаимодействовать, либо организовывать с новыми элементами реальности свою жизнь. Если мы говорим об этом периоде ноября, то в целом водные земные знаки имеют влияние возвращения Плутона в знак зодиака Козерог. Это последний реверанс. И перед своим уходом в Водолей, это произойдет 19-20, и энергии, кстати, всех этих планетарных транзитов, они могут чувствоваться за пару недель раньше и продолжать свое действие еще после этих дат. Так вот, перед уходом в Водолей Плутон призывает совершить необходимые преобразования, которые вы, может быть, долгое время в глубине души надежно скрывали. Вы не могли с чем-то определиться, или вы подавляли собственные чувства, желания. И вот это какой-то предел, когда обостренно вы будете чувствовать как раз либо когда-либо сейчас, либо никогда. Может быть, как раз вот этот период для вас будет означать, что вы сделаете какие-то важные выводы, и кто-то из вас наберется смелости, чтобы преодолеть себя. А для кого-то из вас это может еще, и тем более у нас энергия, которая влияет на все знаки зодиака. У нас в течение ноября аж по 11 декабря Марс во Льве. И это в целом больше оптимизма, больше предприимчивости. И у кого-то может проиграться как получение новой должности, к примеру, и новые возможности. Вот такая перезагрузка, мои дорогие. А потом, после 20-го, когда Плутон окажется в знаке зодиака Водолей, это как переформатирование может происходить в новой реальности. Но Плутон медленная планета, поэтому он будет на нас оказывать влияние в течение ближайших 20 лет. Но это влияние будет постепенно, поэтому где-то вот эти перемены для всех нас неизбежны. Ну, давайте посмотрим в разрезе ноября, при этом будем реалистами. И первые три карты – события ближайшего будущего. Может, это как период с первых дней ноября или первой половины ноября, события ближайшего будущего. Но мы достанем еще три события отдаленного будущего. Вторая карта и третья. На второй колоде должна сказать, что обе колоды прорисовал великолепный таролог, художник, знаток символики Чиро Маркетти. Мне он очень нравится. И мы достанем. Это колода Таро снов. В чем риск? От чего вы откажетесь? Именно откажетесь сами. Что для вас будет, малозначимо? Что скрыто?
что вам помогает. И достанем еще одну карту как совет или итог. К чему идем, да? Королева Пентаклей. Ну, для кого-то это могут быть конкретные, конечно, люди, которые рождены под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или это имеют там асцендент, или это вы имеете там асцендент. Но в целом вопросы благополучия, обустройства нашей жизни. Из хаоса создать порядок, вот так вот в целом, потому что по этой части королева Пентаклей большой специалист. Она умеет с нуля отстроить свое благополучие. Она чаще либо среди райского сада, цветов изображается. Почему? Потому что это то, что она создает своими руками. И даже если вокруг какая-то неразбериха, она даже в самой патовой ситуации умеет принимать верные решения, и надеется она сама на себя. Может быть, как я уже сказала, это есть взаимодействие с таким человеком, который вас поддерживает, или вы будете для себя несколько причесывать окружение в том плане, когда захочется окружить себя такими надежными людьми. Может быть, вы будете какие-то дела завершать по документам, и вам тоже захочется что-то сделать наверняка. Карта стабильности. Для кого-то из вас вопросы денежные, откуда к вам приходят деньги. Здесь ведь королева Пентаклей где-то как сродни карте императрицы, она предприимчива достаточно. И ведь какая-то идея, как вот этот райский сад, зародилась когда-то в ее голове. Потом она смогла осуществить на практике. Поэтому такая вот некоторая перезагрузка или более реальная, и королева Пентаклей большая реалистка, видение, как я могу свои желания, намерения, цели воплотить в реальной жизни. Вот вы будете реалистами в целом. События ближайшего будущего. Может быть, как раз этот период, когда вы будете себя настраивать на то, что я доверяю тому или кому-то, да, если мы говорим о персонах, которые надежны. По семерке жезлов тут не про надежность. Это когда на нас пытаются воздействовать, где-то, чтобы мы скорректировали свой график жизни, или на что-то согласились, или оказали кому-то помощь, или хотят, чтобы мы с кем-то провзаимодействовали. Иногда называют эту карту соревнование. С одной стороны, она говорит, ну да, вроде как сил у тебя хватит парировать. Но первое-наперво задай себе вопрос, а надо ли тебе этим заниматься? Отступи полшага назад и, ну, как-то реально, более с учетом первой карты, оцени обстановку. Куда тебя зовут, куда тебя приглашают, чем для тебя или как разовьется то или иное предложение, или пусть это касается вашего плана, намерения, как он может быть осуществим. Вам могут, кстати, и возражать, но все равно нейтральная позиция, она будет для вас совершенно необходима, чтобы и не встрять в те дела, вопросы, которые просто нужны кому-то, а не вам. Но и с другой стороны, чтобы свою жизнь обустроить максимально грамотно, умело, надежно, мои дорогие. Давайте мы спросим третье событие. Радость. Ну, какая-то радость у вас точно будет. Наверное, определитесь как-то правильно. Или, может быть, сам по себе какой-то бонус. У каждого по-своему. У кого-то в личной жизни радость тоже может проиграться. Или как счастливое событие, может быть, в вашей семье. У нас, кстати, иногда пентаклевые карты двора говорят о наших близких. Ну, у кого-то это буквально супруг, супруга, и неважно, что у нас выпадает королева Пентаклей. То есть это те добрые энергии, которые нас окружают как в виде поддержки, в виде уверенности в сегодняшнем, в завтрашнем дне. И может быть это счастливое событие, новость какая-то радостная, которая касается вашей семьи или кого-то из родственников. И, знаете, не будьте где-то с учетом семерки жезлов непримиримыми. Нас могут, точнее, где-то вот этой многозадачностью, какая-то множественная информация, она нас может затянуть в тот омут, когда мы начинаем с кем-то спорить или кому-то что-то доказывать. Будут такие энергии вот у вас. Поэтому не устроить где-то конфронтацию или вот этого ненужного соревнования. Посмотрите, карта надежности, карта радости и счастья. И, кстати, рыбы изображены. И рыбы, вы знаете, это символ денег. А вы как будто можете тут что-то кому-то доказывать или впрячься буквально
не в тот какой-то вопрос. События отдаленного будущего. Девятка мечей – это карта ночного кошмара. Вообще это карта того, что нет. Практически на всех этих картах либо люди с закрытыми глазами, либо себе руками закрывают, но они не видят реальности. И мы с вами уже говорили, увидеть, что есть по факту. Не надеть на себя розовые очки, не устроить себе какую-то глубокую философию. Вот это будет очень важно. Не поддаваться каким-то сомнениям, опять же, быть реалистом. Давайте мы откроем вторую карту. Здесь могут быть какие-то добрые новости, к примеру, от ваших детей, может быть и подросших. Вы можете сами, мои дорогие рыбы и рыбки, сомневаться в исходе какого-то дела, получится, не получится. И тогда не нужно самокопание устраивать себе, как сеанс, потому что более позитивные энергии, что да, это карта хорошего настроения, вот так вот в целом, и каких-то приятных событий, новостей, положительной в целом энергии, отдаленно, если нам говорят. Но нам ведь тут семерка жезлов выпадала, и я сказала, мы сами можем быть где-то непримиримо колючими. Хочется что-то доказать, настоять на своем, или как будто встрять в какое-то соревнование, а это не имеет смысла. И, видимо, вот эти вот энергии по семерке жезлов не очень нам помогают, потому что в итоге мы никому ничего не докажем, но сами словно внутренний сеанс самооправдания или каких-то внутренних страхов себе можем возобновить, или каких-то сомнений, а правильно я сказала или сказала, а может быть надо было действовать как-то по-другому. Или, знаете, вот такое тоже бывает, проигрываем ситуацию, а если бы, допустим, она мне сказал это, а я бы вот ответил или ответила что-то другое, а что бы тогда было? Вот это как раз из разряда девятки мечей. То есть ситуация уже закончилась. А у нас вот это послевкусие, оно еще нас держит. Мы никак не можем забыть то, что произошло. Но по факту это не имеет вообще никакого ни разу значения. Вот это может конкретно мешать. А энергия-то как раз более добрая. Тут вообще не время сомневаться. В любой момент может что-то измениться и для вас плюс. Может быть по колесу фортуны, когда от нас, как бы требуются такие действия или решения, когда мы не должны замешкаться. Если нас куда-то приглашают, может быть у кого-то поездка, или это будет касаться работы, предлагают вам какой-то проект осуществить. Мы должны пробовать. По колесу фортуны мы никогда не знаем, что это для нас будет, но где-то нарабатываем опыт через именно новые какие-то, может быть, формы взаимодействия, сотрудничества, через того, что вы выполняете какое-то новое дело, в чем даже вы себя не считаете профессионалом. Не упустить момент по колесу фортуны. Иначе, если мы долго думаем, или что-то долго анализируем, или анализируем ситуацию, исходя из прежнего опыта, мы потеряем попросту время. Я хочу несколько раскрыть, что нам выпало. Но, видимо, у каждого в своей сфере жизни. Но посмотрите, вверху ведь у нас, если мы как причина следствия, да, тут все идет хорошо, мы в чем-то сомневаемся. Тут нам говорят о какое-то соревнование, или мы можем, условно быть втянутым в противостояние, а оно совершенно неуместно. И у нас тут что-то на кону стоит очень важное, именно для вас самих. Может быть, это как удача, удобный момент, может быть и по деньгам, а может быть и по личной жизни. Вот такие энергии. Чего это может касаться? Ну да, вот это девятка мечей, когда мы думали и надумали. Пусть оставим все. Будем ничего не делать, мы будем наблюдать. Но все же ни одна нам карта не сказала о паузе. С одной стороны, карта может говорить, увидеть эту проблему, вопрос более реально. Тут, если и привести мысли в порядок, есть такое значение по этой карте, то это холодная мечевая энергия. И это не те мечи с закрытыми глазами, а здесь сам воин нам изображен. Тут у нас девушка в ночной сорочке скрестила руки на груди, как будто закрывается от мира, потому что ей страшно.
А воину не страшно, он положил с собой меч наготове, и он просто дает отдых телу и приводит мысли в порядок. Вот такие энергии, они будут предпочтительны. Не перепутайте, мечи, но разные. Что это еще? Может быть, в чем-то будет пауза, когда вам нужно дождаться документ. Посмотрите, на кону императрица. И это близкая энергия королеве Пентаклей. Это символ нового «я». Для кого-то из вас, правда, должности, когда вас могут заметить, когда рост вашей популярности может быть. Тут что-то удивительное, хорошее, как случай, счастливый шанс, который вам может выпасть, или не случайная случайность. Вот такой период. По карте императрица вопросы дома, вашего места пребывания, проживания, вопросы денег. Но, безусловно, императрица энергии баланса, дипломатии. Императрица – это не про монолог, поэтому никому ничего доказывать нет смысла. Но и императрица собой не рискует. Она, в принципе, никакое соревнование не приемлет. И это где-то карта поясняет вот эту семерку жезлов, о которой мы говорили. Но и вот эта глубокая философия на мелком месте нет тоже. По аркану императрица, она реалист. Наверное, реалист в квадрате, как если бы мы говорили в самом начале о карте королева Пентаклей. Есть какая-то реальность. Что это еще? И по пятерке Пентаклей у нас всегда два момента, которые мы решаем. Первый – финансовые вопросы. И второе – когда есть недопонимание. И мы, ну, как минимум, может быть, Соломоново решение принимаем. Нам как будто вот именно эти две энергии нужно соединить, чтобы не было конфронтации, раз. И чтобы, может быть, ваше правильное распределение финансов на этот период для вас будет тоже очень важно. Почему? Может быть, дважды, потому что у вас на кону туз кубков и колесо фортуны. Нам ведь говорят, что что-то еще будет меняться. Давайте узнаем, в чем риск. Шикарно. Чиро Маркетти прорисовал дворец, и у него 4 дворца. Вот это как дворец Пентаклей. Дворец – это наш дом, по сути дела. Теплый, уютный дом, вопросы недвижимости, вопросы вашего проживания, я уже говорила. Все то, что идет по аркану императрицы, все то, что надежно, надежные люди и финансовые вопросы. С одной стороны, не поругаться, может быть, с тем, кто вам помогает, не начать что-то настаивать или не уйти в какие-то, ну, такие более колючие энергии. Может быть, себя где-то вовремя остановить на кону, ваше благополучие. И вот в этом именно риск. Вам что-то придется очень важное решать, мои дорогие рыбы и рыбки. Давайте посмотрим. И это касается, знаете, фундаментального какого-то благополучия. И еще раз колесо фортуны. Знаете, вы можете отказаться от риска, или вам предложить какую-то должность могут, или вам что-то предложат. Может быть, даже это будет не единожды за ноябрь. И у вас два колеса фортуны. На что-то вам нужно согласиться, а от чего-то, может быть, и отказаться. Вы будете на выборе. И этот выбор касается каких-то очень важных вех в вашей жизни. Это меняется парадигма вашей жизни. Вам придется, может быть, многие вопросы пересмотреть по части того, чего вы в будущем хотите достичь. Здесь как пространство может вам как раз придать какой-то новый вариант. Но я так думаю, что и от чего-то вы откажетесь. Ну, скорее это от того, что не жизнеспособно. И где-то карта колеса, каф, буква иврита, она обозначает ладонь. Вот у вас все события на ладони. Может быть, какая-то прежняя ваша тактика или взаимодействие с конкретным человеком, или, может быть, какое-то дело, которое вы опробовали, но еще не поняли, нужно это продолжать или нет. Вот здесь будет тоже как на ладони, что-то у вас прояснится, и правда, есть те темы, от которых вы откажетесь, но что-то ведет как к счастью, процветанию, изобилию. Интересно, мои дорогие. Давайте, что же скрыто? Вот аркан Луна, тут 1000 неопределенностей. Это где-то соединение с Ураном. Доверьтесь пространству, правда. Повторюсь, Уран никогда не
забирает то, что может быть продолжено. Поэтому если уже что-то пробуксовывает, значит, скорее всего, и вот никак не решается. Либо наши методы требуют другие какие-то пересмотреть, или что-то переиграть. И, кстати, ваш знак у нас изображен в левом верхнем углу. Слушайте свою интуицию. Это время еще некоторых неопределенностей. Что-то просчитать, чтобы вам вот не предлагали, может быть, и сложно выбор у кого-то будет сделать. Мы и сказали, от чего-то откажетесь, а на другое согласитесь. Но тогда примите во внимание, есть то, что нужно оценить с реальностью, но есть и то, что вы можете определить только благодаря своей интуиции. Есть такой момент, мы словно идем, ну, как в сумерках, исследуем непознанную землю без карты. Что скрыто, мои дорогие? Обходите толпу, потому что по карте Луна идет именно толпа. Вам нужно контролировать свою, как обстановку вокруг, так и свою жизнь, и в малом, и в большом. Куда-то не торопиться. И есть такое выражение «меня несет толпа». Поэтому, если вы даже случайно, меня люди смотрят из разных стран, обстановка у каждого складывается по-своему. Поэтому, если толпа вы оказываетесь, то вам как будто в противоположную сторону. Увидеть то, что скрыто. И буква иврита, которая у нас обозначает затылок, ков, она как раз и призывает как будто иметь внутреннее чутье. Но это чутье, оно не должно быть сопряжено. Интуиция – это не значит вот эта девятка мечей, когда мы начинаем что-то тут до бесконечности анализировать или внутренние страхи. Нам именно нужно с чем-то определиться очень мудро. И собой не рисковать, я бы сказала так. Исключите всяческий риск. Что вам помогает, солнце, мои дорогие? Что ж тут добавить? И правда, решаются какие-то очень важные темы в вашей жизни, которым вы будете в последующие полгода. Это карта выбора правильного направления. Так вот, то, с чем вы определитесь в ноябре, вы будете очень активно заниматься последующие полгода. И это для вас откроет новые перспективы на последующие 10-20 лет. На кону что-то очень важное. Давайте. И снова нам карта, если мы сказали как совет, это где-то сродни вот этим энергиям семерка жезлов. Эту карту я называю информационного хаоса, когда действительно много разной будоражащей информации, но нет никакой конкретики. И каждый человек, который приносит эту информацию или новость, он эмоционально окрашивает по-своему. Он добавляет своего мироощущения или своих каких-то эмоций и создает тем самым хаос. А для вас вот более такие холодные энергии в решении важных вопросов совершенно необходимы. Нам говорят, не доверяй. По пятерке жезлов нас люди могут подводить. И утром вам что-то пообещают, поверьте, к вечеру о вас могут забыть. Страхуйте себя сами, если мы рассматриваем как совет. А ту информацию, которая к вам приходит, перепроверяйте. Если итог, то это не итог. Что-то будет продолжаться. Ну и правда, все остальные карты об этом и сказали. На кону ваше счастье, ваше благополучие, изобилие, процветание. Где-то вот этот ваш дворец. Когда вы, мои дорогие, последующие годы для вас будет очень добрая энергетика. Когда действительно поставить себя на первое место и какую-то выполнить свою миссию. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.